В этом мире нельзя быть уверенным ни в чем, кроме смерти и налогов, сказал как-то Бенджамин Франклин. В случае Лавуазье, основоположника современной химии, эти две неизбежности сошлись в одну. Налоги привели его к смерти. Антуан Лавуазье не был аристократом. Он происходил из самого что ни на есть третьего сословия, но из зажиточной его части. Его предки были почтенными юристами. Его тоже готовили к этому поприщу. Он получил отличное образование в колледже имени Мазарини, да, того самого, где преподавали выдающиеся по тем временам ученые, в частности, астроном Локаль. Химия же, которая станет впоследствии его призванием, там преподавалась довольно средневеково и по преимуществу вызывала у Антуана, склонного к точности и ясности, сильное раздражение. Закончив образование, Лавуазье получил все необходимые дипломы, но юристом не стал. Вместо этого он купил долю в генеральном откупе. Точнее, он выкупил 1/3 стандартной партнерской доли. Сейчас объясню. При последних бурбонах сбор налогов во Франции был приватизирован. Существовала специальная бизнес-организация «Генеральный откуп», которая брала на себя заботу по сбору податей с населения. Благо, подушной подати не было и стандартного налога на доход, но были сборы на соль, табак, алкоголь, были таможенные пошлины и акцизы, а также отдельный налог на все товары, ввозимые в Париж. Генеральный откуп сначала платил авансом расчетную сумму короне, а потом собирал с населения деньги, чтобы не только компенсировать себе эту сумму, но и оказаться в прибыли. Система была очень эффективной, и поэтому все ее ненавидели, но многие желали бы присосаться, поскольку прибыли, которые получали откупщики, были колоссальными. Откуп был организован как корпорация, в которую входило в разное время от 40 до 60 партнеров. Ты покупал партнерскую долю или ее часть, если у тебя не хватало денег, и начинал взимать налоги в пользу родного государства из своего кармана. Столько, сколько мог. Твой доход зависел не только от твоей жадности и жестокости, но и от твоей сообразительности. И молодой Лавуазье был очень сообразительным человеком. Он начал карьеру с должности регионального инспектора, отвечающего за борьбу с разбодяживанием табака, одного из главных объектов налоговых сборов. Торговцы табаком сначала платили налог с веса товара, а потом вмешивали в табак всякие наполнители и продавали это раздувшееся фуфло конечному потребителю. Молодой Лавуазье боролся научными методами именно с этими жуликами и параллельно общественной пользе начал наживать неплохие деньги на штрафах. В 1775-м Лавуазье поручили возглавить управление по пороху и селитре, чтобы переорганизовать производство пороха в стране. Лавуазье усовершенствовал растворение, фильтрацию и перекристаллизацию селитры, добившись значительно более чистого продукта. Он также ввел строгий контроль остальных компонентов пороха, а именно древесного угля и серы. Вместо того, чтобы оценивать сырье на глаз, как раньше, его теперь проверяли химически. Затем Лавуазье ввел систематические испытания готового пороха, включая стрельбу контрольным снарядом. Уже к следующему году во Франции было столько пороха, что его начали продавать американским революционерам, воевавшим за независимость колонии от Великобритании. Америка стала независимой во многом благодаря французскому пороху. Отчитывался он Жаку Пользу, старшему партнеру в фирме. У того подрастала дочь, которая сыграет огромную роль в этой истории. Мариан Польс воспитывалась так, как и подобает барышне из хорошей семьи, в монастыре.
Вскоре после смерти жены Польс забрал свою дочь из монастыря, чтобы она заправляла домашним хозяйством в родительском доме, принимала гостей и в целом была за хозяйку. Ей тогда было 13 лет, и девочка управлялась со своей работой эффективно и уверенно. Марианна была незаурядной барышней. Она была хороша собой, умна, энергична и имела отличное приданое. Так что свататься к ней начали немедленно. Самым энергичным женихом был некто граф де Марваль, обедневший 50-летний аристократ, которого сама Марианна называла глупцом, мужланом и уродом. Польс заявил, что не будет отдавать замуж дочь за человека, который ей не нравится. Но ему толсто намекнули, что если он не нажмет на дочурку, то у него будут большие проблемы по службе. Польс понял, что дочь-невеста – это не только актив, но и риски, и попросил ее, ради бога, выйти за кого-нибудь замуж, пока его не уволили. Как вариант, он предложил дочке своего подчиненного, месье Лавуазье, 27-летнего молодого человека, подающего надежды и с лица не урода. И она согласилась. Когда их поженили в 1771 году, Марианне было едва 14 лет. 23 года, которые они были вместе, стали не просто романтической историей любви, а эпохой интеллектуального сотрудничества. Мариан исключительно уважала и ценила мужа, считая его замечательным человеком. Она стремилась быть достойной его и преуспела. Она изучила химию, чтобы понимать его рассуждения. Она выучила английский, чтобы переводить для него научные работы, поскольку сам Лавуазье английского не знал. Французский был тогда языком международного общения в Европе. Она переписывала его рукописи, помогала с перепиской и была его лаборантом. Фактически большая часть исследований Лавуазье была их совместной работой. Ее рисунки сделали его эксперименты наглядными. Это ее рисунок на экране. Да, она вот на таком уровне научилась рисовать. Месье Польс не просчитался, выдавая дочку за человека незнатного, еще не богатого. Очень скоро работа в структурах генерального откупа и в управлении пороха принесла Лавуазье большую материальную выгоду. К 1786 его состояние составляло примерно 1,2 миллионов ливров, что соответствует 200 миллионов долларов сегодня. То есть он стал чрезвычайно богатым человеком. Не Билл Гейтс, но богаче большинства аристократов. Лавуазье использовал свое состояние, чтобы открыть во Франции очень дорогую и современную лабораторию, чтобы начинающие ученые могли работать без препятствий. Он также основал лицей и музей искусств и ремесел. Сам же он фактически поселился в своей лаборатории. Он ежедневно вставал в 5 утра, работал 3 часа над научными вопросами, с 9 до 7 вечера занимался на службе, а потом возвращался в лабораторию еще на 3 часа. По субботам они с женой вели салон, который Марианна вспоминала с особой теплотой. Небольшой круг гостей собирался за столом, обсуждали серьезные научные вопросы. Все это в обстановке расслабленной и дружеской. На знаменитом портрете кисти Давида 1789 года она находится рядом с мужем одновременно как муза и как соратница. Она разделяет его интеллектуальный триумф. Великолепный образец неоклассицизма. Образцовый, гармоничный, безукоризненно отшлифованный образ. Торжество разума и культуры. Он и она вместе на вершине успеха. Первоначально это был просто парадный портрет, и супруги были изображены прежде всего как представители богатой и шикарной элиты. Не было никаких научных приборов, зато была роскошная мебелировка и огромная модная шляпа на голове Мариам. Под давлением меняющегося политического климата Давид переписал картину, убрав демонстративные признаки богатства и добавив лабораторную аппаратуру. Но это не сильно помогло. Картина предназначалась для ежегодного парижского салона, но руководство выставки попросило убрать портрет. Имя великого ученого становится политически опасным. Лавуазье все еще считает, что его научная деятельность, его работа во благо народа спасут его от репрессий. Но самый здравомыслящий человек Франции в тот раз крупно ошибется. Под ним уже горела земля.
Вообще с горением у Лавуазье были давние трения. Темное средневековое состояние химии, какой Лавуазье нашел ее в середине XVIII века, во многом объяснялось ее происхождением из средневековой и ренессансной алхимии. Алхимия была пропитана магическим мышлением, а ее высшие цели, такие как превращение неблагородных металлов в серебро или золото, синтез философского камня и обретение бессмертия, были просто антинаучны в современном представлении. Сегодня для нас воздух – это смесь газов, вода – химическое соединение, а огонь – видимый результат быстро протекающей химической реакции. Но в XVIII веке такого разделения еще не существовало. Воздух, вода и огонь рассматривались как первичные элементы. И первым бастионом, который химической революции предстояло разрушить, был флогистон. Теория флогистона была не чистой алхимией, но она из нее выросла. Флогистон был принципом или элементом огня. Огненная субстанция, содержащаяся во всех горючих веществах. Когда что-то горит, оно выделяет, теряет флогистон. Когда вещество догорает и дальше не горит, остается зола, то, что флогистона больше не содержит. Можно было показать экспериментально, что флогистон, к примеру, содержится в металлах. Если металл нагревать достаточно сильно, он превращается в окалину, землю в старой терминологии, из которой ушел флогистон. Но если вы начнете нагревать окалину с древесным углем, который тоже содержит флогистон, то вы можете вернуть его земле, и она снова превратится в металл. Люди, знающие химию наизусть, уже подлинно хихикают, потому что они понимают, что все происходит ровно наоборот. А калина – это не металл минус флогистон, а металл плюс кислород из воздуха. А древесный уголь не отдает флогистон калине, а отбирает у него кислород, восстанавливая оксиды. Наблюдения были верные, просто интерпретация была вывернута наизнанку. И Лавуазье стал тем самым человеком, который наконец-то вывернул химию на лицевую сторону. Случилось это потому, что он имел навязчивое стремление все измерять. И в процессе исследования горения он не просто констатировал, что наблюдаемые свойства вещества изменились, он их еще и взвешивал. И Лавуазье обнаружил интересный факт, что при горении вещество не теряет массу, а волшебным образом ее увеличивает. Продукты горения весили больше исходного материала. С точки зрения теории флогистона это был абсурд. Вещества, сгорая, теряли флогистон, значит, масса продукта должна была стать меньше, что-то вычиталось. Но месье Лавуазье пишет, что он померил на точных весах. Сера и фосфор при горении увеличивают массу. Металлы при прокаливании тоже. Что-то не выделяется наружу, а напротив соединяется с веществом, что-то приходящее из воздуха. Более того, если нагревать металл в закрытом сосуде, металл будет постепенно превращаться в окалину и становиться тяжелее, но только до определенного момента, когда реакция прекращалась. То, что находилось в сосуде помимо металла, расходовалось. Хотя в сосуде еще оставался другой газ, он реакции больше не поддерживал. Наиболее наглядным был опыт с ртутью. При продолжительном нагревании ртути в закрытом сосуде, содержащем воздух, на ее поверхности образовывался красный оксид ртути. При этом часть воздуха исчезала, переходя в новое вещество. Но затем процесс можно было обратить. При более сильном нагревании красный оксид снова превращался в металлическую ртуть и выделял газ, который хорошо поддерживал горение и дыхание. Этот газ уже получил до Лавуазье английский священник Джозеф Присли. Лавуазье встретился с ним за обедом осенью 1774 года, и тот рассказал ему о замечательном дефлогистированном воздухе, который он получил, нагревая красный оксид ртути большой зажигательной линзой. Этот бедный флогистоном воздух мог принять в себя очень много флогистона. Иными словами, в нем все замечательно горело. Мы теперь называем этот газ кислородом.
То есть Лавуазье не открыл кислород в том смысле, что он не получил и описал его получение первым. Но он первым осознал, что это не просто особый вид воздуха, что это химическое вещество, которое может вступать в реакции с другими веществами, соединяться с ними и увеличивать их вес, и отсоединяться, и переходить в другое место. У него есть масса, несмотря на то, что он невидим и очень легок. Так два противоположных процесса сложились в одну картину. Когда ртуть превращалась в оксид, она поглощала кислород. Когда оксид разлагался, кислород выделялся обратно. Никакой флогистон для объяснения происходящего больше не требовался. А если оксид ртути нагревать с древесным углем, свободный кислород не выделялся, он соединялся с углеродом. И образовывался углекислый газ, который тогда называли связанным воздухом. Он обладал противоположными свойствами. Он гасил пламя, в нем нельзя было дышать. Для Лавуазье различие между ними стало ключом к новой химии. Он начал рассматривать газы не как разновидности воздуха, а как вещества, которые можно получить, собрать, взвесить, сравнить и проследить от одного соединения к другому. Ничто никуда не исчезает бесследно. Вещества переходят из одного состояния в другое. Особенно сильным аргументом стали его опыты с водой. В 1783 году Лавуазье вместе с Лапласом показал, что при сгорании горючего воздуха, то есть водорода, образуется вода. Затем Лавуазье продемонстрировал обратное превращение. Пропуская водяной пар через раскаленную железную трубку, он получал на выходе водород, тогда как железо соединялось с кислородом из воды, и трубка покрывалась изнутри слоем черной окалины. Вода, которую более 2000 лет считали одним из первоначальных элементов природы, оказалась сложным веществом, которое можно как разложить на составляющие части, так и собрать из них заново. Попытка похоронить флогистон была принята в штыки старшим поколением химиков. Но это было еще ничего, научные споры – это нормально. К сожалению, в этот момент к науке начала примешиваться политика. Жан-Поль Марат, знаменитый журналист, один из самых радикальных голосов французской революции, в 1779 году еще помнил, что он вообще-то по профессии врач. И он написал научную статью, где утверждал, что тепло – это тоже особая физическая субстанция, огненная жидкость. Он наблюдал конвективные потоки воздуха над свечой и раскаленными предметами и решил, что видит саму материю огня. Я бы сказала, что это еще более средневековая теория, чем флогистон. Лавуазье, разумеется, эту его теорию раскритиковал. И Марат затаил обиду. Через 12 лет, когда революционный террор поставит под удар и правых, и виноватых, Марат припомнит Лавуазье свое унижение. Лавуазье дискредитировал науку Марата, в отместку Марат сделал Лавуазье политически опасной фигурой. Личная обида – важная часть механизма истории. В начале 1789 года острый финансовый кризис вынудил короля Людовика XVI созвать Генеральные Штаты – сословное собрание жителей королевства, которое должно было создать законодательную базу для финансовой реформы в стране. Вместо этого почти сразу разгорелся спор о власти. Депутаты третьего сословия откололись, 20 июня их не пускают на заседание в Версале, и они дают знаменитую клятву в зале для игры в теннис, пообещав не расходиться, пока Франции не будет дана Конституция. «Мы здесь по воле народа и уйдем, только уступая силе штыков», – восклицает Мирабо. В ответ король начинает подтягивать к Парижу войска. 12 июля в Париже начинаются волнения. Дюмолен призывает народ к оружию. 14 июля толпа идет к Бастилии за этим самым оружием, потому как это был арсенал, а не только тюрьма. Бастилию взяли штурмом, разобрали на кирпичи и на ее месте поставили надпись «Здесь танцуют». Как вы догадываетесь, в такой политической ситуации быть главным в стране по пороху было небезопасно. Лавуазье, его коллегу Лефаше
Впервые задерживают в начале августа, когда они пытаются организовать обычный вывоз пороха из парижского арсенала в Нант. Этот низкосортный порох, не предназначенный для снабжения французской армии, отправляли на продажу за границу. На бочках так и значилось «пудр де трейд» – торговый коммерческий порох. Но малограмотная толпа прочла это выражение как порох предателей – трейтер, и решила, что баржа предназначена для снабжения контрреволюционных сил. Лавуазье вместе с Лефашо оказались в плену у разъяренной толпы. Их едва не повесили на фонарях по дороге в мэрию, где спешно организовали публичное разбирательство, на котором Лавуазье, к счастью, сумел убедить обвинителей в своей невиновности. Это было счастливое спасение. Казни без суда и следствия стали пугающе обычным явлением летом 1789 года. 5 октября из-за хронической нехватки муки и дороговизны хлеба тысячи парижанок, вооруженных чем под руку попалось, включая несколько пушек, двинулись к Версалю. Это были те самые трикотёс, которых я упоминала в истории вязания. Карета Мариан Лавуазье попала прямо в эту толпу. Ее заставили выйти и идти пешком среди разгневанных женщин. Некоторое время они забавлялись испугом этой расфуфыренной богачки, пока, наконец, не потеряли к ней интерес и позволили убраться восвояси. Склокоченная Мариан добралась до своей квартиры в Арсенале, где ее ждали муж и американский дипломат Моррис. У них был запланирован обед. На следующий день толпа ворвется в Королевский дворец в поисках Марии Антуанетты, и королевской семье придется перебраться из Версаля в охваченный революцией Париж. По мере того, как французская революция набирала обороты, усиливались нападки на генеральный откуп, и в конечном итоге он был упразднен. В 1792 году Лавуазье был вынужден уйти в отставку со своего поста в комиссии по пороху и переехать из своего дома-лаборатории в Королевском арсенале. Казалось бы, он стал частным лицом, никак не связанным с политикой. Но Марат, ставший в те годы очень популярным журналистом и другом народа, продемонстрировал, что он не забыл старые обиды, и начал публично атаковать Лавуазье в своих статьях. Он напоминал читателям, что Лавуазье был связан с генеральным откупом, этой бандой сатрапов и мздоимцев, что именно он посоветовал окружить Париж стеной. И опять же, кто делал порох, которым стреляли в народ? В июле 93-го Марат будет убит, но Лавуазье это уже не поможет. Если бы он лучше понимал риск, он мог бы сбежать из страны, как многие люди его круга. Но Лавуазье был занят важным делом. Он возглавлял комиссию, созданную для установления единой системы меры весов. Новая метрическая система была принята конвентом 1 августа 1793 года. А в конце ноября того же года Лавуазье уже был в заключении. К осени 1793 года революционные власти расследовали деятельность генерального откупа и, неудивительно, нашли ее преступной и антинародной. 24 ноября Национальный конвент распорядился арестовать бывших генеральных откупщиков. Научная известность Лавуазье уже не могла защитить его. Для революционных властей он был прежде всего богатым финансистом старого режима. В его лаборатории был проведен обыск, нашли его научную переписку с учеными за пределами Франции. С точки зрения революционеров, зарубежная переписка равнялась иностранным связям и измене родине. Самое поразительное то, что Лавуазье не был схвачен во время этого обыска. 28 ноября он добровольно явился в тюрьму вместе со своим тестем Жаком Пользом, намереваясь доказать свою невиновность. Обоих прекраснодушных джентльменов немедленно рассадили по камерам. В первые месяцы заключения многие коллеги Лавуазье по научному сообществу пытались добиваться его освобождения. Но чем очевиднее становилось, что он не сможет отделить свое дело от участи генерального откупа, и чем более крайней формы принимал террор, тем слабее были их попытки. Все понимали, что если хочешь сохранить собственную голову, лучше не рыпаться. Мариан сделала все возможное, чтобы спасти отца и мужа. Ну, то есть, как все возможное?
она не смогла смирить гордость и присмыкаться. Через друзей и соратников удалось было договориться со следователем, который вел дело откупщиков, что дело Лавуазье будут рассматривать отдельно и к нему отнесутся беспристрастно. Все, что требовалось от мадам Лавуазье, лично посетить следователя и униженно поблагодарить его. Вместо этого она дала волю своей гордости, потеряла самообладание и начала осыпать обвинителей упреками в продажности и злодействе, которых они полностью заслуживали. И ей указали на дверь. Возможно, она надеялась таким образом спасти не только мужа, но и отца, но в результате потеряла обоих. 6 мая 1794 арестованных перевели в консьержери, средневековую крепость на острове Сите, где Мария Антуанетта провела последние дни перед казнью. Вечером им впервые выдали письменное изложение предъявленных обвинений, но приказали погасить свет, прежде чем они успели прочесть документы. Впрочем, это уже не имело значения. Процесс, начавшийся в 10 часов следующего дня, был чистой воды фарсом. Согласно народной легенде, апелляция с просьбой пощадить жизнь Лавуазье, чтобы он мог продолжать свою научную работу, была прервана судьей Кофиньялом. «Республике не нужны ни ученые, ни химики», – отрезал он. Некоторым утешением служит то, что сам Кофиньял будет казнен менее чем через 3 месяца. Антуан Лавуазье был осужден и гильотинирован вечером 8 мая 1794 года в Париже в возрасте 50 лет, вместе со своими бывшими коллегами, включая его тестя. Мариан в один день потеряла мужа и отца. Лагранж, человек и теорема, человек матанализ, оплакивал его, говоря: «Им понадобилось всего одно мгновение, чтобы отрубить эту голову. Но, возможно, и 100 лет будет недостаточно, чтобы появилась другая, подобная ей». Лавуазье доказал, вещество не исчезает, оно бесконечно превращается. И вы скажете: но его жизнь доказала, что человек может исчезнуть очень быстро. Однако он не исчезает до конца. Антуан Лавуазье не исчез, он перешел в другую форму. Он здесь с нами и вокруг нас. Не только его наука, не только его знания, не только его духовная, интеллектуальная часть. Он материально с нами. Мир, который он пытался объяснить, сейчас состоит из элементов, некогда составлявших его тело. Каждый из нас – это клубок звездной пыли, который однажды сложился в человека и когда-нибудь разлетится во все концы Вселенной, но не исчезнет. Ничего не бойтесь. До скорых встреч.